Одним из основных заданий снятия Чернобыльской атомной электростанции с эксплуатации является вывод и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков. В результате демонтажа происходит освобождение установок от оборудования, выведенного из эксплуатации. Выведенное оборудование в дальнейшем можно использовать для ремонта и реконструкции оставшихся в эксплуатации систем и оборудования. Освобожденные помещения можно использовать для нужд снятия с эксплуатации. А также после реализации освобожденных от регулирующего контроля товаро-материальных ценностей ЧС получает дополнительные средства для снятия с эксплуатации. Работы по выводу и частичному демонтажу отдельных систем и элементов энергоблоков были начаты с разработки плана мероприятий по демонтажу машинного зала первой очереди. Затем была проведена закупка работ по демонтажу, фрагментации, дезактивации и освобождению от регулирующего контроля радиоактивно загрязненного металла. Для проведения этих работ на ЧС привлекались различные подрядные организации – Монтаж Энергобуд, Проммедбуд, Металлосервис Плюс и другие. Работы по демонтажу машзала первой очереди были начаты в 2012 году и проводятся по настоящий момент. Уже закончен демонтаж, переработка, освобождение от регулирующего контроля, оборудования и конструкций дизельной электростанции первой очереди. Продолжаются работы по демонтажу, переработке и освобождению от регулирующего контроля, оборудования и конструкций машинного зала первого и второго блока. На основании приказа ГСП ЧС с февраля 2017 года работы по демонтажу оборудования в машзале первого блока выполняются собственными силами, без привлечения подрядных организаций. С начала года персонал цеха эксплуатации главного корпуса и вспомогательных сооружений выполнил следующий объем работ. Полный демонтаж тепломеханического оборудования и металлоконструкций бокса бойлеров в машзале первого блока. Полный демонтаж тепломеханического оборудования и металлоконструкций в помещении бокса установки сжигания гремучей смеси машзала первого блока. В помещении бокса турбины первого блока демонтаж металлоконструкции площадки обслуживания выполнен на 10%, а демонтаж тепломеханического оборудования полностью закончен. Также в рамках реализации данного проекта персоналом ЦУ НБК выполняется частичный демонтаж железобетонных перекрытий потолка бокса бойлеров. Работы будут закончены после согласования с проектировщиком. Демонтажные работы выполняются строго в соответствии с требованиями и программами ГСП ЧС в рамках реализации проекта по созданию временного хранилища ВАЛ. С 2012 по 2017 год было демонтировано более 10 тысяч тонн металла, 9 тысяч тонн освобождено от регулирующего контроля. Реализация металла, освобожденного от регулирующего контроля, позволяет привлекать необходимые дополнительные средства на снятие энергоблоков ЧС с эксплуатации.